Коллеги, привет, с вами Атлант. Небольшое включение. В скором недалеком будущем меня разблокируют на TradingView, да, и видео уже будут более частыми. Так, что у нас было? В общем, у нас эта структура, которая рисовалась, да, треугольник, коррекционное движение ABC отработали, ошибка произошла маленькая. То есть в телеграм-канале вел этот момент, показывал. Сейчас мы к нему придем. Где он? Вот он. То есть это в закрытой группе скидывал еще, когда мы были внизу, да, было предположение, что пойдем сюда, но и тоже опять же это был один из вариантов, который мог здесь провалиться ниже и отмена этого сценария, но у нас отмена не произошло, да, цена пошла чуть выше сюда и потом произошел этот пробой наверх. По поводу касания верхней грани, пробили немножечко, насколько у нас ошибка получилась на $10. То есть первые цели не добили, а потом дошли. Позже того, как мы пришли, показал свои сделки, которые закрыл. Сейчас. То есть вот мы шли, вели этот момент, да, была середина, откуда выше лонг приоритет, ниже шорт приоритет, да, и потом пробились на следующей свече. Здесь Атлант дал уже сигнал примерно на 23 480, но единственный момент, что тут не было закрепа, то есть закреп мы могли только здесь получить, на это у нас новостной, это как окно выхода из вот этого накопления было, и новостной фон здесь ожидали новости. И новости, как видите, отыграли себя очень хорошо. Так. И первая сделка была закрыта на переключение свечи, да, здесь это 55% первая. Не то, что как сказать, take profit первый закрылся. Все, дальше по коррекционному движению 23 888 бьет 3 восьмерки, но тейк стоит на 820. Я тейк ставил, и следующий тейк был... Так, где он у меня следующий тейк? Это дополнительные позиции, которые были открыты. Тоже опять же часть из них закрыл. И где он? 23 820. Вот он закрылась еще $136. Плюс закрылись старые шорты, которые без убытки стояли. Тоже с них копеечка небольшая. Ну и следующее предположение, то что Америка как раз входит и пора катапультироваться. То есть вас предупредили, можно сказать, в группе Бит-Атлант это было предположение. После чего 26.53, это что у меня? Восьмерки, это то, куда цена пришла, да. Это сначала мы не добили, а потом дошли куда нужно, сделали, перебили эту цену на $10. То есть в идеале получилась ошибка ровно на $10. Бинго. И позиция, цена закрытия 23 888, то есть как и предполагалось, как ожидалось, закрыли. Америка не заставила себя долго ждать. Торгую на бирже BingX через терминал TradingView. То есть берем терминал TradingView, установили TradingView,
установили внизу, создали себе аккаунт. Далее внизу здесь торговая панель. Нажимаем, подключаем биржу BingX, подключить. Вводим свой логин, пароль от биржи BingX и торгуем прямо из этого терминала. Это очень удобно. То есть вы видите, куда приходит цена, откуда стоит взять шорт позиции. Это, ну или лонг позиция, да. Здесь было предположение, что цена сюда будет подходить, и отсюда стоит войти в позиции дополнительные. Которые были открыты. В общем, торгую на бирже BingX через терминал TradingView. Это очень удобно. Заходите, присоединяйтесь. Если непонятно, можете написать мне в личку, я вам подскажу. Но лучше пишите в группу. Есть много ребят, кто уже давно этим пользуется и смогут вам помочь, подсказать. Так. Разбег в $10 с моей ценой, то есть я предполагал 23 888, да, но цена чуть-чуть выше зашла, и после чего пошли сливаться, и как обычно после коррекции АБЦ, да, идет разворот такой. Все, отработали. Далее дополнительные шорты, которые сверху брал, перевел в безубыток, и сидим, смотрим, куда дальше она идет. Встретимся завтра. Ну, решил сейчас видео записать и до завтра. Кстати, тут форс маневры Binance похожи на FTX, да, тут могут произойти какие-то дополнительные проблемы. Плюс Coinbase остановили BUSD, да, торговлю. BUSD тоже подкинутым на вентилятор. Ерунды всякой. Так, хэшрейт достигнул максимума. Да, вот еще один момент. Тем временем до халвинга осталось 393 дня. Тут недолго осталось до халвинга. Будем ли мы расти? Я полагаю, что будем, но какое-то еще дно надо поймать. И очень интересный момент, да, вот Trust No One. Trust No One. Это из секретных материалов такой слоган был, слоган всего сериала, и пароль от компьютера Малдера. Очень много моментов спрятано в том сериале, слишком он большой, но и по сериям тоже можно посмотреть, много чего интересного можно найти. И вообще очень много все, что связано вот с прошлым телевидением, да, очень много те же Симпсоны, там, очень много всего, что нас может, очень много отсылок получается к таким моментам, которые в будущем отрабатывают. Ну, тут понятно, тут можно сказать, что доллар будет стоить 150 рублей за монету, и в какой-то момент мы когда-нибудь туда придем, и потом скажут, он знал. Понятно, что такое тоже. Ладно, это как бы имеет смысл посмотреть, может быть, кто-то что-то для себя, что-то подчеркнет. И обратить внимание, на что они вообще, в общем, на что они пытаются указать. И, кстати, да, в последнее время очень частое упоминание про НЛО. И тут как раз еще вот этот момент соединения. Посмотрим. Так. Теперь возвращаемся к нашему графику и смотрим, что произошло. Так, у нас вот эта структура была
И в ней есть два уровня цены. Так, ты почему такой рисуешься? Так. И вот так, да. Первый уровень цены и второй. Первая высота, вторая высота. Это высота всего паттерна, можно так ее взять. Ну и вот эту еще можно. Сейчас давай сразу ее замеряем всю. И смотрим. У нас первая высота, выход получился наверх. От точки выхода у нас, ну, по телам свечей, да, получается, вот эта область. Закрыли в эту сторону. Потом пошел провал вниз. И это, кстати, все происходило в окно повышенной волатильности. Оно у нас как раз вот здесь находится. Ну, ладно. Про это. А второе, выход вниз. Тоже практически закрыли, его можно убирать. То есть эта высота себя отработала, причем в две стороны, и больше не актуальна от слова совсем. Дальше вот эта высота у нас, выход вот здесь. Я ее убираю. Вот она у меня. То есть выход выход в лонг или в шорт, но поскольку мы вниз провалились, да, сейчас актуально говорить про то, что шорт, куда мы можем провалиться, то есть вот в эту область. Это у нас практически ровно 22 992, 990 или 999, в общем 23 тысячи. Это одна цель. И высота всей структуры вот этой, давайте тоже ее замерим, а это у нас 22 951. То есть, скорее всего, тоже очень такой интересный момент, да, что будем прокалывать вот эту область, но об этом говорить рано, поэтому мы ее пока убираем на второй план. Вспомним про нее потом. А сейчас больше актуальна вот эта высота в район 22 900, ну 990. Поэтому мы ее для себя оставим здесь, чтобы не терять. И пометим ее вот таким образом. И еще один момент. Это наша, обратите внимание, кстати, да, у нас выход идет вот в эту область, а это наша старая трендовая, которая шла там еще в общем, снизу. Вот там касания были. В общем, это наша старая. Здесь собирали. Потом здесь у нас тут были пересечения в этой области. И сейчас опять же цена пришла сюда. Еще не пришла, но намек того, что мы можем сюда прийти, есть. Так, теперь еще из последнего роста, где у нас отсюда импульс пошел, и вот с последнего роста, в общем, еще можно посмотреть по уровню Фибоначчи. Смотрите, еще такой момент. Берем этот низ, ну, волну BC, и этот верх, и смотрим, что мы видим. Секундочку. И смотрим, что мы видим. А видим мы следующее. После этого пробоя у нас пошла, когда цена вниз, и была заминка. Где она была? Она вот в золотом кармане, да, у нас было тут переключение, ну, в общем, это вот эта область. Это подтверждает то, что это уровень Фибоначчи. Все верно отмечено. Следующий момент, смотрите. Пробитие 78 уровня и ретест его снизу. Раз, уход вниз и подход опять второй, как ретест. Здесь что еще видно?
что у нас структура вот эта, треугольник, пробились вниз и ретестим его снизу. Раз, два, и вот этот ретест был четкий. Возможно, он был последний. Сейчас посмотрим, как цена себя поведет. Вернее, вы посмотрите, я уже сегодня сейчас видео на залив отправлю и все. И дальше, что мы еще видим? По уровню Фибоначчи, смотрите, да, по этой сетке. Дальше смотрим, куда у нас бьет цена. Цена у нас бьет ровно, практически ровно в 61,8. То есть 22 984, 22 965, да, то есть вот в эту область. Ну и 22 3 восьмерки. Опять. 78 уровень. Туда может как сквизом дать. Это будет прям... Там 3 восьмерки сняли, здесь 3 восьмерки сняли. Такое тоже может быть. А это уже будет как на лонга. Так, пускай остается. В общем, вот такая вот интересная штука получилась на графике. Подписываемся ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании, телеграм-канал BitAtlant. Приходите к нам на график с искусственным интеллектом и с нашими наработками, доработками, наработками. Присоединяйтесь к нам в группу BitAtlant. Из нее вы можете попасть в чат 80/20 бесплатный. И если хотите в закрытую группу, где мы обсуждаем все эти моменты, я сейчас ребятам объяснял ситуацию, да, как можем как пойти, это предположение пока, ну, по Атланту нужно будет смотреть, как это будет все отрабатываться. То есть вот этот весь момент мы здесь ввели. Заблаговременно все эти ситуации были разобраны. И по отработкам ребят, все ваши мысли, все учитывается, все смотрится, и свои сбрасываю, и вы свои сбрасываете. Просто когда знаешь, куда можем пойти, хоть ну, есть какие-то предположения, это очень сильно помогает. Опять коллективный разум очень сильный. Тут как ни крути, и наши моменты, плюс вы дополняете. Все хорошо отрабатывает. Ну да, вот как и говорилось, как и предполагается. Ладно, посмотрим, как они закроют, а потом еще как Америка будет, как Китай будет открываться. На графике, кстати, тоже отмечены эти моменты. Заход Америки и Китая. Вот Америка у нас, вот Китай. Плюс дополнительные новости. На чем мы полетели вниз? На чем мы начали расти? Рост у нас был здесь. Это базовые заказы на товары длительного пользования. То есть мы начали расти перед новостью, на ожиданиях, и на самой новости нам сделали вот этот проброс еще наверх. И опять же, перед ожидание было, это заход Америки, плюс ожидание следующей новости, и привет. В бездну улетели. Ну, для этой новости, да, там хорошее движение получилось.